Добрый день, друзья! Сегодня готовим чебуреки. Классическое тесто на чебуреки содержит всего 3 ингредиента – мука, соль и вода. Муку с солью смешиваем, делаем воронку и вливаем воду. Точные пропорции я укажу в описании к видео. Замешиваем тесто. Воду берем прохладную. Тесто должно получиться не тугим. При нажатии пальцами остаются следы, и оно также может немного прилипать к рукам. Это нормально, муки больше не добавляем, иначе тесто будет очень плохо раскатываться. Заворачиваем его в пакет и оставляем отдыхать на столе при комнатной температуре 20 минут. А пока приготовим начинку. Берем один большой лук, если маленький, берите 2, и нарезаем на небольшие кубики. По желанию лук вместе с фаршем можно пропустить через мясорубку, но на мой взгляд так получается вкуснее. Секретный ингредиент, который я кладу в фарш, это сухая измельченная мята. На 400 грамм фарша всыпаем пол чайной ложки мяты, а также по вкусу добавляем соль и черный молотый перец. Далее к мясу всыпаем нарезанный лук и все хорошо перемешиваем. Для начинки я советую брать баранину или жирную говядину. Сегодня у меня говядина. Ну и теперь в фарш постепенно добавляем воду. Каждый раз хорошо перемешиваем. На 400 грамм мяса вливаем 200 мл воды. Фарш должен получиться жидковатый. Отсюда и бульон, текущий по рукам, и очень сочная начинка. Помоги развитию моего канала. Подпишись, поставь лайк и напиши комментарий. Мне будет очень приятно. Вот такой нежный, не сухой фарш получился в итоге. Тем временем прошло 20 минут. Тесто достаем из пакета и разделяем на 2 части. С одной работаем, а вторую кладем под пакет или пленку, чтобы оно не заветривалось. Раскатываем первую часть теста в колбаску и разделяем ее на 10-11 кусочков. Размер каждого кусочка должен быть приблизительно с грецкий орех. Маленькие кусочки теста тоже накрываем пакетом, чтобы они не подсыхали. Каждый кусочек теста округляем и тонко раскатываем. Стол мукой не подпыляем, иначе она потом будет гореть. Смотрите, толщина должна быть вот такой. Тесто очень эластичное, податливое, и с ним у вас не возникнет проблем. На одну сторону теста кладем начинку. Закрываем второй стороной теста и по краю придавливаем кончиками пальцев. Но для полной герметичности этого будет недостаточно. Поэтому по краю сложенного полумесяца проходимся еще ножом с зубчатым колесиком на конце. Лепим по 2 чебурека и сразу же их жарим. Если у вас нет ножа с зубчатым колесиком, ничего страшного. Можно придавить края и аккуратно их обрезать с помощью обычного блюдца. Давайте еще раз покажу процесс лепки чебурека. Берем один кусочек теста, тонко его раскатываем, на одну часть кладем фарш, чуть больше столовой ложки. Накрываем второй стороной теста, придавливаем кончиками пальцев. И затем по краю проходимся зубчатым ножом. Если чебурек немного прилип к столу, ничего страшного, он очень легко отделяется с помощью пластикового шпателя или силиконовой лопатки. В сковороду наливаем растительное масло и очень хорошо его раскаливаем. Проверяем готовность масла, опустив в него деревянную шпажку. Если вокруг есть пузырьки, масло хорошо прогрето. Аккуратно опускаем чебуреки в раскаленное масло и жарим с каждой стороны по 2 минуты. Как только вы увидите подрумяненные бока, переворачиваем чебурек и жарим его с другой стороны. Огонь делаем не сильный, иначе они будут лопаться и рваться. Жидкость из начинки попадет в раскаленное масло и все начнет брызгать во все стороны. Жареные чебуреки кладем на тарелку с бумажной салфеткой, чтобы стек лишний жир.
Подаем чебуреки горячими, с пылу с жару. Посмотрите, сколько сока в начинке. Это очень-очень вкусно. Пробуйте приготовить сами. Я уверена, что у вас все получится с первого раза. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».